Всем привет! Обзор сегодня про полнодиапазонный радиоприемник с таким отличным внешним видом. У меня все время было по плану, это первое. Во-вторых, мы же школа новостройка, какие за все 10 лет было это 2 раза. Здесь как раз таки есть и полноценная поддержка SSB, так скажем, полноценная работа с однополосной модуляцией. Такие дела. Ну ладно. Так, в общем-то, больше, наверное, ничего. В целом сейчас все посмотрим максимально подробно. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. Комплект поставки вот такая скромная упаковка, модель TR110, ну и емкость аккумулятора здесь 1000 мАч. В комплект поставки входит сам приемник. Этот приемник, конечно, ни с чем не сравнится из предыдущих приборов от данного бренда. Видно, как все сделано достаточно добротно. Также в будущем будет отдельное видео сравнения всех этих карманных приемников от данного бренда. Далее в комплектации такое нормальное руководство пользователя, в котором можем видеть и охват частотного диапазона, есть параметры чувствительности, полный перечень поддерживаемых частотных диапазонов и вся остальная техническая информация. В общем, нормальная книга. В прошлых публикациях были обсуждения то, что чем эти приемники лучше все-таки использовать рации, но это вывод, мне кажется, неправильный, поскольку для каждого конкретного прибора есть свое предназначение. Хорошая сумка для удобства хранения транспортировки, неплохое качество материала, и такие же сумки, если кто помнит, в наших обзорах шли в комплекте и с мультиметрами бренда Beside, и качество этих сумок действительно имеет неплохой срок службы. Далее видим темляк. USB-провод для зарядки стандарта USB Type-C и еще вот такие очень даже неплохого качества затычки. И как приложение комплектации вариант очень даже неплохой. Справа гнездо USB Type-C. С этой стороны все гладко, а вот снизу видим резиновая заглушка, в котором спрятан винт фиксации телескопа. Гнездо мини-джек 3,5 мм для наушников и в качестве AUX выхода для подключения усилителя мощности. Ну и рядом гнездо, это снова 3,5 мм мини-джек и для подключения внешней антенны. Так что приемник хоть и карманный, при наличии хорошей внешней антенны можно вытянуть качество сигнала на еще более высокий уровень. Для столь компактного приемника неплохая длина и телескопа, чуть больше половины метра. Ну и отличное качество, сделано из хорошего упругого материала. Отсек для элементов питания вмещает аккумулятор стандарта BL5C. Такие аналогичные аккумуляторы ранее могли видеть и в мобильных устройствах, поэтому такой аккумулятор в ближайшее время точно не станет дефицитом. Для удобства эксплуатации одевать на пояс есть такая достаточно надежная конструкция, тоже скорее из нержавеющей стали, хоть и сделана из тонкого металла, но все достаточно крепко. В отличие от других приемников, здесь порядковый номер не просто наклейка, а, как видно, глубокая маркировка. Ну и заряд половина залитой емкости 3,7 вольт, хотя при полной зарядке потолок может достигать 4,2 вольта. В режиме ожидания видим приличный ток потребления, в основном для подсветки дисплея до 12 мАч, и при переходе на фоновый режим ток потребления падает до 48 микроампер. И с таким потреблением полностью заряженный аккумулятор не способен разрядить даже в течение целого года.
Несмотря на приличный запас блока питания по току, ток зарядки составляет больше половины ампера. Индикатор на дисплее показывает текущий ход зарядки, но и более чем за 2 часа зарядки залито свыше 1100 мАч, то есть емкость даже на 10% больше, чем указано на самом элементе питания. По размерам этот приемник не сильно крупнее предыдущей модели. Первое знакомство с приемником: при нажатии любой кнопки загорается приятная янтарная подсветка. Основная индикация — это время, справа работают секунды, сверху расположен термометр, в углу индикатор заряда, ну и спустя незначительное время дисплей гаснет для экономии заряда. Есть два способа включения приемника. Первый способ: при удержании нажатой кнопки включается прибор, но прежде появляется значение таймера. То есть в минутах можно задать время, по истечении которого приемник автоматически отключается. И на включенном режиме сна появляется вот такой значок в виде импровизированного человека на кровати. А для отключения удерживаем нажатой ту же самую кнопку. Приемник хоть и отключился, но дисплей еще незначительное время продолжает работу. Теперь снова нажимаем любую кнопку, и индикация температуры в градусах Цельсия можем поменять в градусы Фаренгейта, удерживая нажатой кнопку мода, то есть выбирать единицы измерения в зависимости от международных стандартов. И второй способ включения приемника: первый клик оживляет прибор, и второй клик уже нормально запускается. С помощью кнопки Band можем переключаться между частотными диапазонами, выбирать короткие, средние или длинные волны. Есть и авиарежим, и другие стандарты. Теперь начнем с FM диапазона. Перестраивать частоту в ручном порядке можем с помощью волкодера. Есть легко ощутимый ход или, так скажем, шаг частотного диапазона, то есть работу волкодера можно назвать ступенчатой и достаточно удобной для перемещения в частотном диапазоне. Но если заметили, то здесь частоты перебираются не килогерцы, а листают сразу мегагерцы. И если очень внимательно приглядеться, то в цифре 7 можем наблюдать маленькую стрелку, курсор, который отвечает за настройку той или иной частоты. И для перемещения данного курсора пользуемся с помощью кнопки Step. И в зависимости от выбранного шага можем перебирать либо мегагерцы, целые числа, либо десятые мегагерцы и даже сотые значения мегагерца. Помимо ручного режима, удерживая кнопку Band нажатой, можем запустить и автоматический поиск радиостанции. И, как видим, удивительно быстрое сканирование и одновременная запись радиостанции, соответствующие ячейки памяти. И с помощью короткого нажатия кнопки Memory память можем зайти в список радиостанции, и с помощью данных кнопок вверх-вниз можно перемещаться между ячейками. И в данном списке видим записано 48 радиостанций. При автоматическом сканировании, если удалось упустить какие-то частоты, то в приемнике есть функция сохранения радиостанции и в ручном порядке. Выбираем сперва необходимую частоту радиостанции, далее удерживаем нажатой кнопку Memory, и здесь в строке начинает мигать ячейка, то есть приемник спрашивает, в какой ячейке сохранить. И с помощью данных кнопок вверх-вниз можем выбирать необходимую ячейку памяти, и снова нажимая кнопку Memory завершаем сохранение радиостанции в заданной ячейке памяти. И как видим, здесь она действительно сохранилась. А для того, чтобы удалить ненужную радиостанцию на выбранной ячейке памяти, на этот раз удерживаем кнопку Step,
И как видим, выскакивает значение delete, то есть удаление, и еще одно короткое нажатие, и данная ячейка памяти стирается из списка каналов. Для регулировки громкости на приемнике предусмотрены вот такие две кнопки, плюс или в минус, и регулировку можно производить от 0 до 40 единиц. Под бусурмана. И проститься мне с ним не удастся. Ну и при максимальной громкости приемник создает достаточно неплохое звуковое давление. В тихом помещении, чтобы комфортно слушать, уровень громкости хватает даже значения 10 единиц. Ну и в данном диапазоне можем слышать хорошее качество передачи речи. А где живет отец твой? И кто он таков? Землепашец. Дней в 8 можно к нему отсюда сходить и вернуться. Да разве ты без его ведома записался в солдаты? Данная строка, помимо того, что отражает ячейки памяти, есть еще и отношение сигнал-шум, то есть уровень сигнала в децибелах. Этот монохромный жидкокристаллический дисплей, помимо того, что имеет прекрасную янтарную подсветку, показывает и отличные углы обзора практически под прямой угол. Хотя есть и такой недостаток в виде паразитной засветки. Решетка динамика хоть и отличается цветом, корпус, мне кажется, цельнолитой, но и теперь можете оценить качество звучания в данном диапазоне. По обоим индексам, а при этом рубль сегодня прибавляет, хотя и немного, а западные площадки ноль. Будем это вскрывать. Политическая воля тоже нужна, потому что вот здесь дальше с вопросом политической воли начинается следующее. Начинаются те самые заинтересанты, про которых ты только что сейчас сказал. Для счастья. Вот Макс Штройд категорически с этим не согласен. Он считает, что серая зарплата это классно, налоги не платишь. Возможно, пандемийного времени на украшение, организацию гуляний и установку катков тратились сотнями. Или с отчаянием съесть, а для переработки. Старый хлеб, бакалей, фрукты, овощи, в общем, все это можно... Бины на всех каналах побывали, что не важно, что упало, важно, что Россия все равно виновата. Вот как бы здесь она там где-то воюет, поэтому это хорошо. Вот, но важно, что Третья мировая... Вся эта чертовщина. Ночью семья работает. С помощью кнопки Set можем зайти в раздел настроек. В первом случае можем менять ширину полосы пропускания. Из доступных видим есть 4 заводские предустановки, и как видно, с помощью кнопки моды можем выбирать, регулировать узкую или широкую полосу пропускания. Снова с помощью кнопки Set уже можем выбирать охват основного частотного диапазона, в котором начальная граница частотного диапазона можем выбирать либо 64 МГц, или это значение 76, или третий вариант значением 87,5 МГц, то есть возможность выбрать ту частоту, с которого начинается FM диапазон. В приемнике, помимо выбора частоты в ручном порядке волкодером, либо в автоматическом сканировании, есть еще третий способ. При нажатии и удержании одной из этих кнопок, как видим, прибор снова переходит в режим автоматического сканирования. И этот поиск работает до появления первого уровня сигнала. Но и такой способ сканирования в первую очередь продлевает жизнь энкодера. Ну и станция с более-менее хорошим уровнем сигнала приемник, как видим, отлично распознает в автоматическом порядке. В настройках также есть такой раздел, в котором можем выбирать из 3 доступных режимов: локальный, DX или Normal. Для режима локальный, это установка с более низким уровнем чувствительности приемника, будет полезна для приема местных радиостанций с сильным сигналом. А режим DX, наоборот, возможность выбрать самую максимальную чувствительность приемника, и это уже будет полезно для приема более слабых отдаленных сигналов радиостанции. И третий режим, это скорее возможность выбрать что-то среднее.
И при подключении внешней антенны появляется вот такое значение на дисплее. Далее режим настроек, возможность выбора 50 микросекунд или 75 микросекунд. И данный режим, мне кажется, сделано для подавления резонанса, для каждого из которых предусмотрена своя соответствующая емкость, которая способна сглаживать пиковые границы амплитуды. Более щадящие значения фильтрации, но уже не проникают сильный пороговый шум, и динамик при даже значительно высокой громкости не входит в резонанс. И самое крайнее значение – возможность переключения из режима моно в режим стерео, и для сохранения радиостанции в данном диапазоне предусмотрена доста ячеек памяти. Далее коротким нажатием кнопки Band переключаемся уже в режим амплитудной модуляции. Здесь также с помощью кнопки Set в настройках можем регулировать полосу пропускания. Далее можем выбирать шаг 9 либо 10 кГц в зависимости от европейской или американских стандартов, хотя и в данном режиме ручная настройка, можно управлять каждым отдельным килогерцем. И эти настройки можно менять как на FM диапазоне. И в данном частотном диапазоне охват достигает от 520 до 1710 кГц. Для этого и каждого диапазона предусмотрено по 100 ячеек памяти. Исключением является только VX диапазон. Сейчас будем проверять качество приема в данном диапазоне, а от вас будет полезно лайки и комментарии. И блины с черной икрой. Буквально сразу после открытия ресторана сюда повадили. Вообще так присутствует. И когда я приехал в Москву, то вот одно из мест, которое я точно хотел посетить, неожиданно для многих москвичей, это была Яуза. И вы знаете, даже... Теперь будем смотреть SV диапазон. И в отличие от предыдущей модели поддерживает полноценную однополосную модуляцию с возможностью выхода на боковую полосу. И из недостатков могу назвать только отсутствие львиной доли начального диапазона, и частота, как видим, здесь начинается с отметки в 3,2 МГц, хотя верхний край диапазона простирается на все 30 МГц. Может быть, в настройках есть как-то возможность изменить этот диапазон. Если кто знает, можете писать в комментариях. Здесь также можем регулировать ширину полосы пропускания из числа доступных от 1 до 6 кГц. Появляется и пороговый шумоподавитель. И здесь она реализована таким образом, не просто включение-отключение, а создает возможность регулировать уровень шумоподавления или вовсе отключить данную функцию. В выборе чувствительности сигнала все то же самое. И в строке модуляции с помощью кнопки моды уже можем переключиться в режим LSB или USB, то есть в режим боковой верхней полосы либо боковой нижней полосы. Как видим, проходит определенное время на переключение, происходит инициализация и приемник готов к работе. И на данном режиме коридор полосы пропускания составляет все те же от 1 до 6 кГц. И теперь будем проверять качество приема в данном диапазоне. Китайцы используют не только рисовые зерна, но и ростки риса. Она идет на правую. На изготовление широкополой. Новопризначенный
новопризначений єпископ розповів насамперед. СВ-диапазон очень плотно забито. Сейчас будем слушать и радиолюбительский эфир. За поддержку хочется поблагодарить и зрителей нашего канала. И, как видно, сегодня пересекаем значимую отметку. Теперь слушаем. Не знаю, почему говорят пусто. Здесь в любое время суток можно услышать любительские радиостанции. Чуть далее заглянем и в начинку прибора. Далее идет авиадиапазон, который также прекрасно работает что днем, что ночью. Аэропорты достаточно далеко и в прямой видимости где-то до 100 километров. Но, как видим, качество приема стабильное и данная функция нормально работает. Настройки полоса пропускания все так же 1,6 кГц. Шумоподавление также с возможностью регулировки. По чувствительности тоже все те же 3 режима. Этот диапазон работает от 25 до 28 МГц. В настройках снова регулировка ширины полосы, чувствительности, уровня шумоподавления и амплитудная модуляция с возможностью переключения на частотную модуляцию. Или, правильнее говоря, переключение на узкую полосу частотной модуляции. Этот CB-диапазон и другие пока что не удается поймать нормального эфира. Хотя этот диапазон VHF имеет очень приличный охват частотного диапазона, начиная с 30 МГц, и если еще где-то осталось аналоговое телевидение, то на этой УКВ частоте также можно попробовать услышать. И этот диапазон набирает частоту почти до 500 и даже больше МГц. В этой настройке также работает и регулировка полосы пропускания. Также есть возможность управлять и шумоподавителем. И чтобы здесь значительно быстрее перемещаться по частотному диапазону, с помощью кнопки моды видим возможность менять настройки в зависимости от длины волны. И эти диапазоны достойны отдельного видеоролика, поскольку сюда входят самолеты, космос, рации, службы спасения и так далее. Еще такой диапазон. Быстро пробежимся и по настройкам. В нем тоже, как на SV диапазоне, можем видеть два ограничения полосы, или, так скажем, разделение на верхнюю или нижнюю полосу частоты. И этот режим также работает на узкой полосе частотной модуляции. Здесь еще VX диапазон, который работает на частоте от 161 до 163 МГц. Хотя конкретно в этом приемнике этот диапазон, как можем видеть, зафиксирован в строго узком коридоре, и на одной частоте возможность регулировать в коридоре от 400 до 550 кГц. И в зависимости от страны приемник способен принимать метеорологические радиостанции для передачи экстренной погоды и морских радиостанций. На приемнике есть функция пауза, или так называемый беззвучный режим. Включается с помощью короткого нажатия. И на включенном данном режиме видим, начинает мигать индикатор громкости. А если же данную кнопку удерживать нажатой, то появляется такой замок и включается защита от случайного нажатия кнопок. То есть уже в приемнике все кнопки перестают реагировать и не работает даже кнопка включения. И для выхода из данного режима снова удерживаем кнопку нажатой. Заглянем и в начинку прибора.
Внутри видим плоский динамик диаметром 40 мм, хотя технические параметры все как на прошлой 105 модели. А ферритовая антенна напоминает как модели 103, но по размеру для такого типа приемников что есть, то есть. Но несмотря на это, приемник неплохо извлекает и средние волны. Радиоприемник собран предположительно на популярном чипе 6951, и звук на динамик также поступает скорее всего с этой микросхемы. Пока непонятно каким образом, но при нулевой громкости такое ощущение, что динамик размыкается и полностью отсутствует фоновый шум. И даже на тихой громкости на расстоянии от приемника 20-30 см снова практически невозможно услышать паразитный фон. И качество усиления звука силовой части здесь реализовано очень даже неплохо. Для полноценной работы SSP видно еще одна микросхема без какой-либо маркировки. И возможно это CI4732 или CI4735, то есть такая же микросхема, как и устанавливается на модели Texan 330. Здесь прекрасно видно, на основе какой модели создается сборка, и есть ли вообще какие-либо отличия, тоже пока неизвестно. Но факт в том, что этот приемник за месяц эксплуатации не было ошибок, зависаний и никаких проблем. Для тех, кому интересно, как настраивать часы, на выключенном приемнике, удерживая кнопку Set, видим, начинают мигать часы, и с помощью этих кнопок вверх-вниз можем устанавливать соответствующее значение. Для настройки параметров минуты снова нажимаем кнопку Set, и точно так же кнопками вверх-вниз устанавливаем соответствующее значение. И для сохранения введенных параметров снова нажимаем кнопку Set, и как видим, часы установились. Также есть функция будильника. Снова на выключенном радиоприемнике короткое нажатие кнопки Band включает, также отключает данную функцию. И для настройки установки будильника проделываем все те же операции, то есть удерживаем кнопку Set, входим в раздел настройки и все теми же операциями устанавливаем часы и минуты, и еще одним нажатием кнопки Set сохраняем результат. Вес радиоприемника составляет 110 граммов, это включая аккумулятор. И теперь смотрим токи потребления. Потребление тока на средней громкости в FM диапазоне примерно 60 мА. При нулевой громкости ток потребления нестабильное, и можно предположить примерно 20-30 мА. На максимальной громкости в среднем 100 мА. Ток потребления амплитудной модуляции переступает черту 200 мА, а вот в диапазоне самолетов ток потребления даже более 300 мА. А если изменить нагрузку, то есть подключить наушники, судя по тестеру, ток потребления падает даже значительно меньше 50 мА. И еще одна особенность данного радиоприемника при выборе шага диапазона. Для примера, если просто нажимать кнопку Step, то сверху, как видим, есть возможность установить, так скажем, возможность выбрать шаг частотного диапазона из 3 доступных. И этот шаг неразрывно связан с данными кнопками ручной настройки. То есть этот выбранный шаг всегда держит взаимосвязь именно для ручной настройки этими двумя кнопками. А если крутить волкодером, это уже второй способ ручной настройки. И ранее выбранный шаг частотного диапазона к данному режиму ручного поиска уже никакого отношения не имеет. А выбирать шаг для настройки волкодером можем с помощью кнопки Step. И здесь, как видим, на дисплее появляется стрелка, с помощью которого можем выбирать любую цифру и уже конкретно данную цифру регулировать волкодером. Подводя итоги, можно сказать, что радиоприемник получился более чем достойный. Хорошее качество, и главное, собрано все это достаточно крепко, без никаких скрипов, щелей и так далее.
Все кнопки на приборе сделаны из пластика. Есть и заметный отклик нажатия кнопок. Из минусов можно отметить лишь отсутствие вкусного частотного диапазона от 1,7 до 3,2 МГц. По приемнику буду рад видеть ваши комментарии, впечатления. Можете писать и какой приемник хотели бы видеть в будущем ролике. Всем спасибо за просмотр.